Всех приветствую! Сегодня, 20 октября, у меня третья годовщина моей первой машине по Super Mario 64. Огромная моя благодарность всем тем, кто меня смотрел и поддерживал, а также тем, кто меня сейчас впервые видит. Как я уже говорил в своем посте в сообществе, в честь этого события будет два видео. Сейчас вы смотрите первое. Вторым же будут ответы на вопросы, которые выйдет немного позже после этого видео. И да, у вас еще есть время задать свои вопросы, если кто-то из вас их еще не задал. Итак, приступим же к теме этого видео. Мои отмененные ролики. Помимо них, я также покажу некоторые отмененные идеи для видео и другие подобные тому вещи. Давайте же начнем. Это древнее видео из июля 2021 года. Если вы смотрели старые видео SMG4, то по названию и по началу видео уже видно, откуда у меня пошло вдохновение. Почему я его отменил, я не помню. И у меня сомнение, что это из-за копирования SMG4. Но честно, хер знает, как-никак прошло уже почти 2,5 года. Это видео доделано только на 3 минуты. Давайте же его посмотрим. Видео датируется 29 октября 2021 года. Ебать, так ему уже скоро 2 года должно стукнуть. Это видео должно было выйти как поздравление с 3DMS с 200 подписчиков. Я его доделал и собирался выложить, но его начали подозревать в накрутке, в итоге видео не вышло. Немного позже с 3DMS вообще, так сказать, свергнули из-за этого, то есть выгнали из сообщества. И
прикольный факт, через больше чем год после этих событий, когда S3DMS уже снова был частью сообщества SM64, оказалось, что он не накручивал. Когда его свергнули, то он хоть и признал накрутку, но сам не понимал значения этого слова и просто признал ее, чтобы не было хейта. Гениально, не так ли? Как он тогда так быстро набирал подписчиков? Скорее всего, из-за некоторых его популярных видео. Итак, что же насчет этого видео? Большая часть этого видео это просто S3DMS танцует танец. И все. Поэтому я оставлю ссылку на это видео в описании. Последние изменения видео датируются 5 февраля 2022 года. Сама машина доделана на 1,5 минуты. В этой машине, как вы наверное поняли, сюжет крутится вокруг мини-гриба, который уменьшает персонажей при съедании. Да, у меня было две машины про мини-гриб, и обе были заброшены. Последнее изменение в видео датируется 18 августа 2022 года. На тот момент у меня появилась возможность снова делать видео, и я решил вернуться к созданию машины. Это видео было заброшено уже из-за того, что произошел срач между мною и одним моим другом, из-за чего я окончательно ушел из сообщества на несколько месяцев. Почему я тогда решил создать новую машину про мини-гриб, а не просто делать первую? Точно не помню, но причины могут быть. То, что я хотел сделать совершенно новое видео, а не доделать что-то старое. То, что я возможно не знал, как продолжить первое видео. Может быть, я придумал сюжет получше. Может быть, я просто забыл, что у меня уже было видео про мини-гриб. Короче, показываю само видео.
Я вам так скажу, я вообще нихуя не помню, что это за видео и что в нем должно быть. Доделано оно совсем немного, вот прям совсем чуть-чуть, даже минуты не идет. Сейчас я его вам покажу и еще немного поговорю о нем. Итак, что я еще хотел сказать. У меня есть некоторые футажи для этого видео, которые я не успел доставить перед заброской. И там должны были быть еще несколько персонажей. Опять же, я в душе не ебу, про что это видео было. У меня есть небольшой старый текстовый документ с идеями, которые я уже не использую. Здесь есть несколько идей, которые я уж точно не буду делать, но покажу их. Два варианта для видео с мини-грибом. И тут, кстати, есть одна интересная идея, о которой я совсем забыл. Ее я рассказывать не буду, возможно, эту я реализую. Пиздец, до сих пор есть идея с ремейком Mario худеет 1. Это показывает, насколько старый этот документ. Ну, это идея для видео про купе. Кто не знает или забыл, это видео я придумал и начал делать еще давно, но забросил. Но через хуй знает сколько вернулся его доделать. Марио и Данил попали в 95-й год. Бета-версия SM64. Этого я не буду делать по следующим причинам. Я в душе не ебу, что можно сделать такого интересного и смешного про бету, и еще мне, скорее всего, пришлось бы самому делать небольшой ромхак с уровнями из беты. Ну и мне бы пришлось, блять, сидеть и воссоздавать эти самые модели уровней. Так, тут еще одна интересная идея, ее я вам не буду рассказывать, может быть тоже сделаю. Вот это сюжет машины про вечеринку. Здесь вы можете наблюдать некоторые схожести с аккуратной вечеринкой. Я не буду это создавать, потому что, опять же, похоже на уже существующую машиниму, и смысла создавать еще одну машину про вечеринку я не вижу. Даже если здесь немного другой сюжет. Мартина — это изгнанный Гумба из королевства Гумб. Эту идею еще давно мне приложил сам же Мартина. Возможно, вы помните персонажа Мартина, Гумба, у которого почему-то по бокам голова и панцирь Купы. Эта идея отменена, потому что для моей вселенной была принята вот такая карта. И здесь нету никакого королевства для Гумб. Перейдем к другим вещам, о которых я бы хотел рассказать, но могут не совсем подходить под тему отмененных видео. Во-первых, начнем с того, что машинима «Астероидный инцидент» изначально называлась «Перестройка замка». Даже версия превьюшки с этим названием есть. Почему я решил переименовать видео? Не совсем помню, но вроде как из-за того, что превьюшка и название не совсем подходят друг к другу. Сами посудите, на превьюшке на замок падает астероид, но название никак с астероидами на первый взгляд не связывается. О чем я бы хотел еще сказать? О ромхаках. Ромхаками я давно не интересуюсь, поэтому я выпускаю некоторые хаки из своих видео. А именно... Хак из видео про спидран галимой версии Super Mario 64. Кто вообще еще помнит это видео? Хак из кассеты про 4-й этаж. Хак из кассеты про последний сноуслайдер. Конец списка. Возможно, кто-то разочаровался, что в этом списке нету моих более известных проектов под названиями Superb 64 и 96 Plexus. Я даже знаю одного человека, который точно разочаровался. Если кто-то еще не знает, то эти хаки заброшены. Собираюсь ли я выпускать их недоделанные версии?
Да, собираюсь, но немного позже. У меня до этого никак руки не доходят. На этом вроде как все. Всем большое спасибо за внимание. Блять, короче, всем пока. Блять, у меня какая-то проблема с тем, что я не могу нормально выговорить слово папка. Ой, блин, постоянно то папка, то еще как-то, блять, это же бесит, сука. Папка, папки, блять. Блять, это так, сука, бесит. Я сколько раз, блять, переписывал этот кусок, потому что вечно, блять, папки, блять. Папки, сука, папки, блять, папки, нахуй, папки, ебать. Я в рот это все ебал, какого хуя с рандомным, блядь, словом мне это происходит.